Приветствую всех на своем канале. Все вы, наверное, слышали о таком чудо-средстве, как молочная кислота. Ну, если не все, то большинство о ней точно слышало. Она помогает от вздутия, а также улучшает работу ЖКТ у кроликов. Да и вообще у нее там очень много различных преимуществ. Я тоже о ней много что слышал, а так как у меня иногда, но бывает так, что кролик вздувает, а молочная кислота это предотвращает, я и решил ее и попробовать. Молочная кислота бывает двух видов, 80% и 40%. Объехав все ветаптеки в округе, 80% я не нашел, была только 40% молочная кислота, ну где-то вот в таких вот флакончиках, не помню, стоимость не помню. Вот, и ветеринар мне посоветовал использовать ее 1 мл на литр воды. Ну, купил я флакончиков 6-7, на всякий случай, с запасом. У нас так принято, да, все брать с запасом. И я начал ее использовать. Использовал я данную молочную кислоту вот в таких вот, ну, своих стандартных алюминиевых кружках, из которых всегда у меня пьют кролики, помимо ниппельного поения, да, из бутылок. Ну, кто видел мои старые видео, у меня, да, там есть такие поилки. Но в основном, если где-то что-то я добавляю, я использую, ну, вот такие вот алюминиевые кружки. Вот, ну, положа руку на сердце, честно скажу, что мне не помогла эта молочная кислота. Почему? Потому что, как у меня иногда кроликов вздувало без молочной кислоты, так и нет-нет, продолжала их вздувать. И с этой молочной кислотой. Пока я не изменил кормление своих маленьких крольчат, вздутие у меня продолжается. Сейчас вздутия у меня нет. Почему? Потому что я просто-напросто изменил кормление своих крольчат. Вот. Ну и я решил, если это чудо-средство мне не помогает, ну, соответственно, зачем я буду тратить деньги? Я от него и отказался. Потом где-то я услышал на просторах интернета, что 40% молочная кислота, 1 мл на литр воды, это мало. Ее нужно добавлять 2 мл на литр. То есть у меня консистенция была слабенькая. Ну и лучше вообще использовать 80% молочную кислоту. Но так как опять, объехав все ветаптеки в округе, я не нашел 80%, только 40%, я заказал эту молочную кислоту с интернета. В общем, она мне пришла, я обрадовался, думаю, сейчас я все буду делать по инструкции, как многие советуют, 1 мл на литр воды, но 80%. Вот. Также продолжал использовать вот такие алюминиевые кружки. Делаю состав 1 мл на литр воды, наливаю в кружки. Первые дня 2 кролики пили, в принципе, хорошо. Вода уходила, так же, как, в принципе, и до молочной кислоты. Уже на 3-й или 4-й день я стал замечать, что воды они потребляют все меньше, меньше и меньше. То есть, если я раньше утром шел доливать им воду, у них было, ну, там, минимум полкружки, ну, либо еще меньше, да, то есть, в общем, нормально уходило воды. А когда я стал добавлять молочную кислоту на 3-4 день, там 5-й день, я уже стал замечать, что меньше, да, стали потреблять. Естественно, если они пьют меньше воды, они меньше едят корма, а если они едят меньше корма, соответственно, они медленнее растут. Тут я уже начал волноваться, искать причины, почему так происходит, почему они стали меньше потреблять воды. Думаю, до этого я и молочную кислоту уже использовал, 40%. Ну да, я тогда еще не знал, что консистенция немножко слабовата, но все равно я ее использовал. Здесь, в принципе, та же самая молочная кислота, но почему-то они как-то слабенько стали пить. В итоге я решил всю молочную кислоту, которая у меня есть в кружках, вылить и поставить им пластиковый, попробовать. И когда я вылил всю молочную кислоту из кружек, я обнаружил, что вот эти вот кружки алюминиевые внутри, они стали как новые. Вот реально вам говорю, стали как новые. И потом меня, так скажем, осенило, почему мои кролики перестали пить воду. Да все, скорее всего, потому, что пошла реакция молочной кислоты на вот эти вот алюминиевые кружки. Естественно, то, что находилось в этих кружках, вода, то есть, да, вот совсем содержимое, моим кроликам просто не нравится, они просто не хотели ее пить. Просто шла реакция, да, на алюминий. И когда я поменял все эти кружки на пластиковые емкости,
произошло чудо. Мои кролики опять стали пить, и даже больше скажу, они стали пить в 2 раза больше. То есть, если я раньше утром шел им доливал, там, ну, там по полкружки у них было, да, я говорил, то сейчас у них практически воды не остается. Я им ставлю 2 емкости по пол-литра, ну, там сидит мамка с малышами, а сейчас у них практически все пусто, там на дне немного остается. То есть, ну, все было элементарно, да, то есть стоило поменять на пластик и все. Отсюда можно сделать вывод, вернее, я для себя сделал вывод, да, ну и вам, естественно, это я вам порекомендую, что если вы используете молочную кислоту 80%, почему не говорю про 40%, потому что я ее использовал в таких кружках, и ничего подобного не было, кролики пили, кружки были не такие, как новые. А вот когда стал использовать 80%, да, кружки стали вот такие, внутри как новые. Поэтому, если вы используете эту молочную кислоту 80%, никогда не используйте ее в алюминиевых, либо каких-то металлических емкостях. Скорее всего, пойдет реакция, и ваши крольчата, кролики перестанут ее пить. Соответственно, если они не будут пить, они не будут есть, а если они не будут есть, то они не будут расти. Используйте только молочную кислоту в пластиковых емкостях. На этом все, друзья. Всем пока-пока.